Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. Мы говорим о главных событиях в мире футбола. И сейчас переходим к внутренним делам российским, к чемпионату России. Очередной тур состоялся в минувшие выходные. И сразу начну, наверное, с сенсации. Это домашнее поражение Рубина Казанского от Анжи со счетом 0-3. Поражает, во-первых, само поражение Рубина на своем поле. И, во-вторых, поражение столь крупное. Вообще, команда Курбана Бердыева очень редко пропускает столько мячей. Последний матч с киевскими динамовцами в Лиге чемпионов показал, что даже имея проблемы с составом на самом высоком уровне, а это все-таки квалификационный раунд Лиги чемпионов был, подопечные Курбана Бердыева уж где-где, а в защите играют здорово. И вот такой провал. 3-0 поражение Рубина, конечно, там и Анжи хорошо сыграл, и, в общем, обстоятельства, и не хватало действительно и защитников, но все-таки, согласитесь, счет удивительный. Тем более, что Анжи и Рубин, они, в общем, борются, они находятся рядом в турнирной таблице. Сейчас Анжи занимает 4-е место, Рубин 5-е, но это вот после этой игры уже. Второе по важности событие, которое произошло в чемпионате России вот в этом туре, это то, что ЦСКА потерял в Краснодаре очки, сыграл в ничью 1-1, причем очень быстро армейцы открыли счет, но потом просто удивительно, как играл ЦСКА, потому что в первом тайме соотношение владения мячом было 75% на 25%. То есть 75% у Краснодара и 25% там, примерно у ЦСКА. И это, конечно, даже Барселона не владеет таким преимуществом по владению мячом, а уж каталонцы умеют это делать. Вот. И в конце концов армейцы пропустили мяч во втором тайме, пропустили абсолютно по делу, я считаю, потому что до этого были опасные моменты, и пенальти не забили. Юрий Мовсисян попал в штангу с пенальти. И, в общем, и удаление было у армейцев. В общем, счет по игре, если честно, 1-1. Мне кажется, подопечные Леонида Слуцкого хотели все-таки малой кровью обойтись, потому что есть проблемы с составом сейчас у Слуцкого, несмотря на то, что изначально у ЦСКА очень длинная скамейка, так уж получилось, там запланированные, я уж не знаю, неожиданные или ожиданные травмы, недомогание игроков и так далее, привели к тому, что вообще на игре с Краснодаром всего 5 запасных было заявлено в ЦСКА. И, конечно, готовились они к матчу с «Зенитом», который в следующем туре состоится. И, наверное, не хотели особо тратить силы, но вот не получилось 3 очка набрать просто на классе. У Краснодара тоже, видимо, класс неплохой. И Муслин, главный тренер Краснодара, умеет, конечно, поставить игру своим подопечным. Краснодар вообще выглядел неплохо. Итак, ничья 1-1, ЦСКА теряет очки, приближается к нему и «Зенит» на расстоянии 5 очков, раньше 7 было, приближается и «Динамо», они свои матчи выиграли, «Зенит» победил «Спартак» Нальчик 1-0 на своем поле, и, надо сказать, видимо, «Зенит» тоже готовился уже к матчу с ЦСКА, потому что нальчинский «Спартак» вполне мог во втором тайме свести матч к ничьей, но немножко не повезло спартаковцам. «Зенит» в итоге победил 1-0, набрал 3 мяча, приблизился к ЦСКА. Динамовцы одержали очередную свою победу над Волгой 2-0. Семшов продолжает забивать, радовать своих болельщиков. В последних играх уже 3 мяча он забил. И преодолел он, вы знаете, рубеж в 100 мячей. Теперь уже 102 мяча на счету Семшова. И здорово играет «Динамо». И, безусловно, то, что сейчас говорят о том, что «Динамо», скорее всего, будет в тройке. По той игре, которую сейчас «Динамо» показывает, то, наверное, это действительно будет так. Московский «Спартак» играл с Кубанью. И очередная, на мой взгляд, не очень вразумительная игра красно-белых. Ничья 1-1. Проигрывали спартаковцы долго. И, я не скажу, что, конечно, атаковали, там был какой-то характер показывали, но игры я пока у красно-белых не вижу. И все-таки, мне кажется, тот момент, когда
когда главный тренер и президент Валерий Карпин собирался вот оставить тренерскую работу в пользу все-таки президентской, мне кажется, в этот момент надо было это делать. И, ну, то ли не нашли достойную замену на тренерском мостике, то ли еще что-то произошло. Ну, в общем, конечно, упустили, мне кажется, момент. И «Спартак» лихорадит, продолжает. Показательно, что все меньше и меньше болельщиков ходит на московский «Спартак», который всегда был самым посещаемым клубом в нашем чемпионате. Не могу не отметить еще и победу «Локомотива». Железнодорожники под руководством нового тренера португальского одержат вторую победу, сухую победу и с крупным счетом. На этот раз «Локомотив» в гостях обыграл Ростов со счетом 3-0. И здесь уже, я не знаю, третья или четвертая молодость у Лоськова, который продолжает забивать чуть ли не в каждом туре. Здорово играет, и здорово играет «Локомотив». Ну, если так продолжится, то, может быть, мы и увидим «Локомотив», который будет бороться за призовую тройку. Ну, правда, отставание уже достаточно приличное. 28 очков у «Локомотива» после этой победы, у «Динамо», который идет на третьем месте, 35. Ну вот, наверное, основные события, которые произошли в этом туре. Ну, наверное, можно отметить еще победу Терека над Томью со счетом 1-0. За этой командой очень пристально следят. Ну, вот победа на выезде. Вообще Терек считается домашней командой. Ну, вот показывают грозненские футболисты, что умеют они играть и на выезде. Очень нужны 3 очка. Сейчас есть группа отстающих, из которой вот как раз Терек все дальше и дальше отдаляется. Но вот с Северного Кавказа там довольно прочно обосновался Нальчикский «Спартак» на предпоследнем месте, на последнем крыле Советов. Но, правда, у них еще вот на момент, когда мы записываем эту программу, у них еще игра есть в запасе. Они играют с Амкаром и, возможно, сумеют крылья поправить свое положение. Ну, вот основные события, которые произошли. Мы будем внимательно следить за тем, что происходит в нашем футболе, в том числе и в Лиге Европы. Ну, вы, наверное, про Лигу чемпионов я уже сказал. В Лиге Европы вы знаете, наверное, Алания не очень удачно стартовала, несмотря на то, что УЕФА комиссия разрешила таки играть на стадионе «Спартак» во Владикавказе, но и соперник, может быть, не самый сильный попался Алания, Актобе казахский, хотя такая крепкая команда. Вот, но, к сожалению, в ничью 1-1 сыграли владикавказцы, и очень тяжело им придется, конечно, на выездном матче. Преимущество у Актобе будет, и на выезде Алании играть будет гораздо тяжелее. В общем, Актобе показала себя такой обученной командой. Ну, будем внимательно следить и за тем, как сыграет Рубин с киевским «Динамо» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Ну и будем болеть, конечно, и за Аланию из Владикавказа, который будет встречаться с Актобе. Ну, а потом мы с вами встретимся и все это обсудим обязательно здесь, в студии Вестника Кавказа.